Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Квартио. Сегодня буду реализовывать Кириллуну, потому что под одним из моих роликов собралось 50 лайков. Ну там как, почти собралось 50 лайков. Но я думаю, что реликвии мне прям намекают сегодня, то, что мне нужно реализовывать Кириллуну, потому что есть жезл Киры, сумка Пандамана и награда гоблинов. Это те три реликвии, которые мне будут необходимы для реализации моей идеи. Поэтому что? Верно. Самая главная реликвия это жезл Киры. Почему? Сейчас объясню. Смотрите, во-первых, есть 60% шанс, что обновление будет стоить не 2 монетки, а 1 монетку. Но самое главное, это то, что шанс выпадения фигур будет уменьшен на 2 уровня. То есть не тот ролл, который будет стоить 1 монетку, а именно просто вот все 10 раундов у меня будет шанс выпадения фигур на 2 уровня меньше. Гвард, приветствую. О, Секвит, привет тебе, привет. Сейчас, секундочку, подожди, отвечу тебе, а то я начал объяснять и не боюсь сбиться с мысли. Так, привет. Так, удачи, я на запись, если что. О, Адидас, еще раз привет. Ну и тебе привет тоже. Я думаю, вам обоим привет передаю. Я же договорился на месте. Приятно с подписчиками попадаться, но только надеюсь, что они меня сегодня не вынесут вперед ногами. Я хочу все-таки контента. Как-то контент необходим. Пандочка есть, ух ты. И Бэтрайдер пришел, ух ты. Ух ты. Ну, давай я возьму селедочку, возьму Гримтача. Так вот, ладно, давайте перейдем к тому. То чувство, когда на фоне твой ролик идет. Не, ну это приятно. Приятно. Так, все, ну-ка не отвлекай меня. Ну-ка не отвлекай меня. Мне надо вот потеть. Мне надо контент делать все-таки. Вот надо потеть. Надо контент делать. Надо. Так, стоп. Я говорил про жезл Кира. Правильно? Жезл Кира, да. Так вот, 60% на то, что у вас обновление будет стоить не 2 монетки, а 1 монетку. И в течение 10 раундов ваш шанс выпадения ваших фигур будет уменьшен на 2 уровня. То есть, вот, к примеру, у вас 9 уровень, у вас там шанс выпадения легендарной фигуры 3%, да? А будет 0%, потому что у вас будет шанс выпадения как на 7 уровне. Тут, я думаю, как бы идея уже понятна, да? То, что если я сейчас выйду в ранние 50 монет, я сейчас от слова совсем не буду брать уровень, мне это не надо, я этого не хочу. Мне на самом деле и нежить так неплохо идет, но играем на троллях. Вот луна, тролли, все, что доктор прописал. Самое главное то, чтобы мне упали нужные реликвии. Да что ж такое? Реликвии на одном дыхании. Вот давайте вот так вот. Все вместе собрались сейчас такой. Реликвии. Почему я вот который раз заметил, вот со старта ролика 2-3 раза только что взял и заикнулся на реликвии. А ну-ка, ребята, может кто-то знает какую-то скороговорку, которая вот поможет мне не заикаться на вот такой вот фразе. Реликвия. Вот сейчас вот просто на одном дыхании реликвия. Вот меня даже на одном дыхании секвит вынес. Так, подписчики — это самое грозное супероружие против меня. Серьезно. Они знают, как меня контрить, они знают, как меня уничтожать, убивать. И они знают, самое главное, то, что умеете. Так вот, ладно, все. Все, опустили все моменты. Давайте перейдем сейчас к каточке, и я все-таки объясню, как будет у меня сейчас работать мой план действий. И план действий таков. Уровень мы не берем от слова совсем. Мне нужно как минимум, точнее по максимуму сэкономить свой опыт. Это не опыт даже, как это сказать правильно. Короче, мне тупо нельзя брать уровень. И мне тупо нужно выйти максимально быстро в 50 монет. И самое главное, чтобы на 10 раунде мне упал жезл Киры. Если не упадет жезл Киры, это будет грусть, печаль. Грусть, печаль, потому что, ну, вот этот вот промежуток времени, когда этого жезла Киры у меня не будет. Дай бог, чтобы, конечно, там сумка Пандамана упала, либо же дай бог, чтобы не упал награда гоблинов, там я выйду 80 монет, и, в принципе, ладно, буду ролиться с кучей денег. Короче, самое главное это жезл Киры, потому что у меня будет тогда на 10 раунде какой уровень? Ну, наверное, 5 уровень. Ну да, 5 уровень с чем-то там, но в целом это не важно. У меня тогда будет шанс выпадения белых фигур как на втором уровне. А соответственно шанс выпадения первого и второго тира фигуры у меня будет огромнейший. Ну, то есть, я думаю, я думаю, многие уже поняли, в чем же заключается вот эта вот идея. Кто не понял, объясняю. На 5 уровне у меня будет шанс выпадения фигур, как на 3. Как на 3.
И это, извините меня, это прям то, что доктор прописал для моей идеи. Потому что тролли, что луна стоят одну-две монетки. То есть там единственная самая дорогая фигура, если не считая легендарная, то это Хускар. А Хускар мне не будет нужен. Мне будет нужен только Гримтач. Гримтач обязательно мне нужен, потому что это... почему? Давайте так, постепенно. Почему нужен Гримтач? Как вы поняли, он без маны кастует сейчас. И это чернила. Сколько людей он заденет, соответственно, навыки распределятся по всем чернилам. То есть, ну, тут понятно, да? А теперь вспоминаем то, что у Вич-доктора и шаманчика тролля, Раста, по-моему, зовут. Короче, не помню, как зовут. Короче, вот это шаман-тролль и Вич-доктор. Они, когда накинут свой стан в чернила, либо же хекс, этот все перейдет по всем. То есть расплодится, размножится, все будут в массовом хексе находиться, все в массовом стане будут находиться. Ну, тоже, знаете, не факт, что у меня получится это реализовать. Вот я, допустим, сейчас хочу выйти на лустрики, то, что у меня вот пока что идеально получается, но единственное, что без баночек эссенций. Это вот прям обидно. Обидно то, что не через жрецов это все получается. Блин, у меня, честно, вот столько мыслей в голове, и я как-то сейчас их так сумбурно преподаю. Преподаю. О! Преподаю. Ничего, ну, в принципе, учитель. Учитель. Преподношу. Сумбурно как-то свои мысли преподношу, но я думаю, это чисто из-за того, что, во-первых, мне написали сейчас со старта в чате, я немного за свои мысли сбился, и какой-то темп игры сейчас странный. Вот я пока вам рассказываю, для меня как-то игра очень быстро идет, и мне надо сосредоточиться и в игре, и выставлять фигуры, и думая, как лучше все сделать, и, соответственно, прокомментировать вам и объяснить, в чем моя идея все-таки. Ну, короче, я думаю, вы прекрасно все сами понимаете, что это немножечко, но сложно. Наконец-то, наконец-то мой заветный лустрик. Лустрик, ты здесь, мой дорогой, мой сладкий родной. Чуть ли рифма не получилась какая-то. Ну вот смотрите, на 10 уровне у меня будет 5 уровень. Какой уровень? На 10 раунде у меня будет 5 уровень. 5 уровень. Соответственно, если жезл Кира у меня будет, то у меня будет шанс выпадения фигур, как на 3 уровне. Соответственно, там я смогу ролиться, потому что у меня будет 50 плюс монет. И себя отлично чувствовать, потому что я очень быстро апну Луну, шамана тролля, шамана чернокнижника тролля, короче, вич-доктора, шамана тролля, кстати, жреца тролля тоже быстро апну, и гримтача. То есть это те фигуры, которые мне кровь из носа необходимы. Почему именно эти фигуры? Ну, как вы уже поняли изначально, то тролль-жрец это щит. Ой, не о том я говорить начал. Тролль-шаман это хекс. Тролль-чернокнижник это стан. Вот эти вот фигуры мне нужно максимально быстро в тройку собрать, потому что у них там, во-первых, у этого тролля-шамана будет 8 секунд хекса, извините меня, 8 секунд хекса это прям слишком много, это прям очень много. Мне, кстати, походу придется пожертвовать чем-то. Я даже знаю чем. Вот этими вот двумя фигурами я лучше выйду в 30 монет. На 10 раунде у меня будет 80 монет. А на 11 раунде у меня уже будет 50 монет. Поэтому, в принципе, все ок. Все ок. Не нравятся, конечно, мне билды, которые тут собираются против меня. Это, во-первых, охотники. Неприятные довольно-таки. И вот тролль-жрец, в чем его роль? Вот вы спросите меня, в чем же его роль? Он же такой, ну, бесполезненький. На самом деле, я отчасти соглашусь. Но самая главная его полезность в том, что он накидывает щит. Вот этот вот крест, который не дает умереть. Извините меня. Там он будет накидывать на целых 3 юнита. И если, допустим, против вас будут какие-то охотники, то охотники будут бить в этот щит овер долго времени, пока его не убьют. Потому что у охотников есть заложенная родная функция, что они будут долбить эту цель до конца, пока она не сдохнет, потому что у нее меньше всего хп будет. Это прям довольно-таки, ну, неплохо займет времени, пока моя луна будет накидывать свои тычки, и они будут все массовые, естественно. Я, кстати, надеюсь, что я сейчас его переживу, потому что у меня стол как-то, ну, не внушает доверия от слова совсем. Вот напишите в комментариях сейчас, вам бы такой стол внушил доверие, то, что вы переживете мобов? У меня нет. Не, у меня нет доверия. У меня доверия нет от слова совсем. Я думаю... Манки Кинг. Ага.
Хорошо, что здесь нету Мамора. Кстати, я думаю, точнее не думаю, я знаю то, что Кириллуна под троллями и вот этой вот идеи, которую я сейчас вам озвучил, работает только тогда, когда нету, во-первых, Маморы, во-вторых, гритеров. Почему? Потому что вы будете отталкиваться от хекса, от станов, от гримтача, а будет работать только по сути гримтач, и все, станов у вас не будет. Кстати, мобов затащил. Я забыл прям сделать акцент на этой ноте. Так, ну-ка. Я, наверное, возьму награду гоблинов. Хотя и сумка пандамана это тоже прикольная вещь. Но сумка, точнее сумка награда гоблинов, я думаю, намного эффективнее будет. Потому что это все-таки стопроцентовые гарантированные бабки. Да, у меня там будет меньше процент, естественно, выпадения. Хотя какая разница? Даже если была бы у меня сумка пандамана, то я бы в любом случае ничего сделать не смог с этой сумкой пандамана, верно? Ну, была бы она у меня и была. Да, у меня были бы дешевле фигуры некоторые, но это бы не решило мои проблемы. От слова совсем. Короче, я считаю, сейчас правильно сделал то, что взял именно награду гоблинов. С этой награды гоблинов я хотя бы смогу максимально вытащить бабок. Боже, я сделал ошибку. Посмотрите сейчас на мою реликвию. Видите, у меня 10 раундов написано. Но сейчас будет 9. А знаете, почему будет 9? Потому что начнется 11 раунд. Запомните и никогда не юзайте реликвию, если у вас не начался, у вас нет вот этого вот таймера отчета на новый раунд. Никогда не юзайте реликвию. Вот видите, у меня сейчас 9, а должно быть 10. У игры есть такой малюсенький баг. Я вот только что провтыкал ровно один раунд. Ровно один раунд я провтыкал. Но игра еще ж бета, сколько ей там, 5 лет уже, да? Поэтому игра еще находится в бета-тестировании. Мы все прекрасно понимаем. Так, там, получается, боги-орки будут. Меня это, конечно, не радует, но, скорее всего, будут боги-орки. Главное, чтобы какой-то воин сейчас не выкатился мне на лицо. Потому что, если будет какой-то воин, то моя луна убьет меня. Ну, сама себя, короче, будет убивать. Убьет меня, говорю. Что-то, короче, оговорочка по Фрейду сегодня очень часто, да? Заметили? Я вот сильно заметил то, что какая-то оговорочка по Фрейду прям лютая. Ну, чуть-чуть. Долбанный ты механизм, а не цвета. Не была бы она механизмом, я бы уже ее вынес. А так у нее же там двойной отхил, потому что хп реген у нее огромнейший. Ладно, пожертвую этим троллем-шаманом. В любом случае мне его ролить и ролить. Сейчас у меня уже 80 монет, сейчас я уже начну полноценно так ролиться, буду упаковываться по максимуму. Как я говорил, здесь будут охотники уже. Надеюсь, 9 охотников не будет. А если будет 9 охотников... Через волшебников? 9 охотников через волшебников? Интересно. Ну вот посмотрим, насколько это импактово. Я думаю, это, ну... Так себе. Боже, оно еще и расплодилось. Чё-то, короче, ситуация так себе. Меня что-то долбит во все прям... Ну, по хардкору, я бы так сказал. Так, давай друидика. Хочу деньги. Деньги хочу. Друида давай. Друид. Мне нужен друид. Мне тут вот писали в комментариях, почему я не перестал абузить инчу. Но вот примерно из-за такой ситуации. Потому что элементарно друиды не идут. Если инча падает, то друиды вообще не идут. Странно, но такая жизнь. Такая жизнь. А кого мне продать, чтобы выйти 80 монет? Ладно, продам тролля жреца. Гримтач мне необходим. Но не настолько... Вот, смотрите, видите? Охотники сейчас полноценно только что долбили именно жреца, тролля жреца. У меня, конечно, пока что луна слабая. Блин, 38 хп осталось. Это уже не... Ну, зато сейчас друидов сыпет. Как, ну вот...
Ну вот на раздаче, бесплатная раздача там. Но сейчас инчи у меня не будет еще одной, смотрите. По закону подлости все по закону подлости. Ого. Так, нет, такое мне нравится. Плевать на этот закон подлости, но такое мне нравится. Тут одобрено. Ой-ой-ой, кстати, мобы. Кстати, мобы. Поставить 4 тролля или оставить так? Я, наверное, оставлю 4 тролля. Ой, точнее, вот так вот. Потому что есть Гримтач. Гримтач накинет свои чернила на несколько волков. У меня есть Хекс. Этот Хекс полетит на несколько волков, и у меня будет, ну, время. А, понял. Спасибо тебе, добрый ты молодой Гримтач. Спасибо. Он кинул свои чернила на одну собаку. На одну собаку он кинул чернила. Бесполезный идиот. Спокойствие. Просто проиграл из-за того, что чернила полетели не туда, куда надо. И инча идет. Скоро глаз телепаться начнет от этой инчи. Друида можно? Луна это хорошо. Ну вот, купил 2 инчи, чтобы забузить инчу. Но нет. Игра сказала нет. Но нет так нет. Че, плакать теперь или что? Я надеюсь, мне какой-то полезный предмет сейчас упадет. Сказать, что это бесполезный предмет? Ну, нет. Конкретно для моей текущей сборки я скажу да. Но в целом предмет полезный. Поэтому такое. У меня, кстати, сейчас 32 хп. Ну, в принципе, неплохо на самом деле. Я восстановил 22 хп с такого количества банок. Так что, в принципе, нормально. Топ-1 меня вынес пока что. Но это пока. Это пока. У меня пока... У меня сейчас 43 хп. Сейчас я скоро приду. У меня уже вот растет свой стол. Потихонечку. Понемножечку. Скоро я доставлю тебе огромных проблем, молодой. МК пришел. Но это мне все не надо. Это все мне не надо. Луна. А вместо кого? А, так погоди, у меня место есть. У меня ж место есть. Так, Эсканор покинул игру. А, выпало 4 предмета. А что покинул? Может, он вылетел? Или он ливнул? Я что-то не заметил как-то. Ребят, а ну-ка в комментариях поправьте меня. Он ливнул или он вылетел? Потому что у него как бы топ-6. Но он находился в топ-6, почему он ливнул? Только не скажи мне, что это будут воины. Только не скажи, что это будут воины. Мои нелюбимые воины. Судя по всему, это будут воины. Это плохо. Ох, он не... Ладно, не будем некультурные слова говорить, но чует мое сердце, что присядет он как надо. Так, отлично. Гримтач в 3 звезды. Так, Хускара продаю. Не особо нужен. Ну, как бы Хускар нужен, но не то чтобы прям сильно-сильно. Я, кстати, поставлю стан. Сейчас Вич Доктор, если закастует правильно свой станчик, будет замечательно. Я забыл, кстати, отдать арканцы. Я лучше выйду 80 монет. Короче, мозг работает на 150% быстрее, чем пытаюсь озвучить мысль. Сначала, как говорится, действие, а потом мысль озвучить. Блин, у меня 22 хп, алло. Где мои улучшения? Пора. Давай, луна в 3 звезды. Осталась одна луна. Да. Да! Наконец-то. Наконец-то у меня есть улучшение. Так, 2 банки юзаем. 10 хп восстановил, прикиньте. С 2 банок я восстановил 10 хп на минуточку. Обалдеть. У меня, кстати, почти несколько персонажей в 3 звезды.
Мне главное, самые главные персонажи. Это Вич-доктор и Тролль-шаман. Вот эти два персонажа, они мне кровь из носа необходимы. Вич-доктор это станы, естественно, а... Не, молю. Не надо. Только не надо. Инсектоид не нужен мне сейчас. Я надеюсь, раундов 10 он ко мне не придет. Надеюсь. Раундов 10. Ладно, хотя бы не 10, хотя бы раундов сколько? Раундов 5 пока что я не возьму уровень. Сейчас я четко понимаю то, что мне нужно брать уровень. Во-первых, для того, чтобы поставить себе full баф троллей, поэтому мне нужен уровень. Сейчас будут, кстати, мобы. К мобам я готов. Главное, чтобы мобы ко мне готовы были. Но то, что там инсектоид нарисовался, это прям не очень хорошие новости. Мне пока что нечем его уничтожать. Я дико только надеюсь на то, что мне придут адекватные предметы. Вот это единственная моя дичайшая надежда. Короче, ребят, все сейчас скрестили руки, пальцы. Руки. Все сейчас скрестили пальцы и держим за меня кулачки. Мне нужны хорошие предметы. Мне нужен гиперстон. Ну и более-менее адекватная реликвия. Вот какая реликвия мне нужна? Жезл Киры на самом деле уже такое, 50 на 50. Я не думаю, что жезл Киры сейчас будет для меня полезен, потому что основные фигуры я уже апнул. А там, я думаю, потихонечку я апну и эти. Мне нужен один волшебник. Мне нужен один волшебник. Зовите Гарри Поттера. Срочно. Возьму мастерскую бума. Кто вдруг не знает, что, как работает мастерская бума, то она к перекрафту дает плюс 2. То есть, смотрите, у меня сейчас видели 3 предмета первого тира стали предметом третьего тира. Хотя так вообще работать не должно. Я, наверное, пока что еще поставлю, останусь в жрецах. Пока что. Девятый мне нужен, наверное. Да? Ладно, рискнем. Вот смотрите, видите? Я сейчас сделаю так, и у меня предмет сразу третьего тира. Плюс 2 очка. Магов здесь нет, поэтому мне эти предметы не нужны. Но вот что могло пойти не так? Но вот что могло пойти не так? Просто пос... Ой-ой-ой. А это, короче, обоюдоострый меч. Я ему хекс накинул, он мне станчики накинул от Мирана, причем он мне кинул их дважды. Жестко. Но тут сыграла моя расстановка. Я, походу, это конечная сейчас будет. Походу, это будет конечная. Надо ролиться. Я, наверное, буду полностью ролиться. Вот все свои деньги сейчас потрачу на роллы. Все свои деньги потрачу на роллы. А иного выхода нет. Так, волшебник есть, отлично. Так, отлично. Сейчас у меня будет 6 ролей уже. И я полностью сролюсь, чтобы апнуть оставшие все фигуры. Мне нужен этот вот тролль-жрец, вич-доктор, тролль-шаман. 5 хп восстановил. Отлично. Давай, давай, давай. Апгрейд, апгрейд. Апгрейд. Срочно нужен апгрейд. 2 яйца, отлично. Чё-то я уже думаю, что мастерскую буму я зря взял. Лучше бы я взял жезл Киры и апнул себе фигуры в 3 звезды. Как минимум, я бы думаю, уже 2 фигуры я точно бы апнул. То есть, вот одну и еще бы 2 я апнул. Вич-доктора и вот Бэтрайдера, я думаю, апнул бы. Я, кстати, сейчас, наверное, зря так кучно всех фигуры ставлю. Там все-таки есть Мирана. Так, это инсектоид. Ну, отлично, я пока... Я готов.
Нормальный такой хекс прилетел по всем. Несмотря на то, что это инсектоид, это дало мне кучу времени. Отлично. То, что доктор прописал. Такое мне нравится. Мне нужен теперь ВИЧ-доктор. Там 2 инсектоида, но я уже их не боюсь. Единственное, кого я боюсь, это 9 воинов сейчас. 9 воинов это прям... То, что мне сейчас, скорее всего, по зубам не будет. Это очень плохо, то, что там есть 9 воинов. Я надеюсь, ко мне он не придет, и он вылетит намного раньше. Вылетит намного раньше, то вообще плевать. Вообще плевать. Даже дверь открыта. Да вылетай там уже, воин. Хватит драться с инсектоидом. Наверное, единственное... Хотя даже быть откровенно честным. Даже если... А, там чел проиграл на воинах все-таки. Это не может меня не радовать. Я надеюсь, ко мне он не придет, потому что я очень быстро откисну. Керри Луна — это обоюдоострый меч. Если против вас есть воины, то все. ГГВП. Вот, кстати, там Секвит себе уже 2 тройки собрал. У меня есть шанс его вынести, но только если все грамотно будет работать. И, кстати, я сделаю, наверное, как-то так расстановку сейчас. Так, еще один инсектоид. Поехали, дубль 2. Одного вынес и второго вынесу, не переживай. И до тебя дойду. Поехал, поехала. Добротно она так накидывает. Красивое зрелище на самом деле. Чик-чик-чик-чик. На самом деле, вот когда Луна становится тройкой, у нее какой-то заоблачный урон становится. Откуда такой урон? Знаете, я уже как-то так, знаете, стал увереннее в себе, что ли. Несмотря на то, что я сейчас топ-6, но я чувствую себя довольно-таки сильно уверенным. Думаю, в скором времени я даже в топы доберусь. Хотя на самом деле там топ-1 имеет 96 хп. И сказать, что немножко страшно, это все равно, что ничего не сказать. Так как я к нему даже подойти, наверное, не смогу. Единственный плюс, то, что он играет через волшебников. У него всего лишь там 3 фигуры, которые реально активны. Еще один инсектоид. Да ты только что ко мне приходил, алло, успокойся. Еще и с Варлоком. Так, хекс есть, отлично. Отлично, все, прекрасно. Этого вынес. Отлично. Так, апгрейд есть, хорошо. На самом деле я бы мог взять 9 уровень и поставить 4 рыцаря. Но... Такое. Хотя, может быть, поставлю. Но потом. Пока что не буду ставить. Мне нужно еще апгрейднуть ВИЧ-доктора, и мне нужно апгрейднуть Бэтрайдера. Можно, в принципе, в деньги выйти. Но то, что там еще живой воин, это проблема. Я, кстати, буду, наверное, ролиться, потому что куча предметов лишних лежала. И вот, объективно честным, я бы взял при любых обстоятельствах бы криты, но в данном случае я возьму бессмертие. Почему я сделаю именно так? Боже, а какой я дурак. Сейчас объясню почему. Я, кстати, возьму зеркало. Потому что зеркало будет иметь пассивку Луны. Соответственно, пассивка Луны это равно скорость, ну не скорость атаки, а скорость зачистки вот этого вот дикого спама. Короче, почему я сделал сейчас ошибку? С 25-го раунда есть вероятность, точнее не есть вероятность, а 100% падает предмет второго тира. И вот этот вот предмет второго тира я мог разобрать. Вместо нужного предмета мне. Допустим, там были арканцы, я лучше бы арканцы оставил, а вот рок войны я бы разобрал. Но я же гений, непризнанный причем. Слишком много думал и себя переиграл. Вот, все, вот так вот я скажу. Сам себя переиграл. Зачем нужны враги, когда есть ты? Правильно? Ты сам себе злейший враг. Я, кстати, как-то так сейчас сделаю расстановку. Мне нужно вот этого вот топчика опасаться, потому что у него есть Мирана. А у него там еще есть Гримтач. Они накидывают чернила. И не дай бог у меня будет вечный стан. Плюс он еще откидывает своими охотниками, поэтому есть огромная вероятность, что он будет своими охотниками откидывать моего мейн-керри. Так, вот бог Орк.
Просто пол команды в хиксе сидит. А мне такое нравится. Чё-то мне... Знаете, мне захотелось переиграть как-то этот билд. Я хочу все-таки попробовать реализовать его под жезлом Киры. Боже, хан приходит. Я хочу попробовать этот билд переиграть, ну, под жезлом Киры. Чтобы намного раньше собрать вот такой вот огромный стол себе. Да ну елки-моталки, где ты, ВИЧ-доктор? У меня для тебя даже яйцо сидит. Так, воин вылетел. Самая огромная опасность для меня, она вылетела. Шикарно. Блин, реально задумался так. А насколько рано я смогу собрать их в тройке, когда у меня будет жезл Кира? По идее, я сейчас, ну, объективно никого не боюсь. Вот кроме топчика. Вот какой, да, вот раздвоение личности. Никого не боюсь, но только топчика боюсь. Так, вот топчик. Дубль номер 2. Кто кого? Хекс. Блин, Хекс всего лишь на двоих прилетел. Но благо там у меня станчик есть. Ну Дамаш, бей. Какие миссы? Ну это не серьезно минус 3 мне в лицо дать. Это не серьезно. Я буду жаловаться. В письменной форме. И отправлю прямо разработчикам. Где они там? В Гонконге сидят? Вот туда прям отправлю. Ну это прям, ну это кринж был. Там 25% уклонения, а не 100% уклонения. Я сдал 5 тычек, и они все в уклонение улетели. Бред. Предметы бред еще. Я, наверное, возьму, знаете что? Либо блинк, либо попробую рольнуть. Ладно, ману плюс 50 возьму. Я не просто так взял ману плюс 50. Если кто-то думает, что я просто так взял, то нет, не просто так. Я это взял осознанно. Потому что каждый источник маны будет умножен на 50%. То есть и обычный манореген у меня будет умножен, и стычек будет манореген умножен, и меня когда бьют будет манореген умножен. Короче, все умножается. Так, вот, инсектоид. Так, в хексе постой там с мейн-керри своим Манки Кингом. Сколько там? 8 секунд хекса, это тебе не шуточки. Запомни. Это серьезная... Фух. Я на мгновение подумал, что сейчас добазарился. Фух, это было близко. ГОСТ, кстати, вынес топчика. Это прям... Так, ну-ка, что переделать? Всего сюда. Сюда, криты. Или броню. Криты возьму. Криты мне нужны, потому что у меня нету как-то урона от слова совсем. Так, понял. Вход идет яичко. Все. Честно, стол выглядит максимально бедно. Ну как же, мать его, сильно. Стол бедный, но сильный. Сильный духом. Реально сильный стол. Хотя бедно выглядит. Вот у меня стол, интересно, сколько он будет монет в конце стоить? Я думаю, монет 200 максимум. Так, опять инсектоид. Но я сейчас посильнее стал, у меня криты есть. Но, кстати, МКБ мне надо. Там что-то МК слишком разбушевался. А ну киньте ему хекс. О, молодцы. Отдохни, а то ты слишком буйный стал. Ты попадать будешь? И реально какой-то бред, это не 40% мясов. О, минус инсектоид, все. Все. Все.
Кого мне бояться? Тут мне некого бояться. Вообще некого бояться. Остался бог-орк и остался охотник. Вот, ну, вот охотника, кстати, да. Охотника нужно еще бояться. Охотника нужно еще бояться. А вот бога-орка я не боюсь. Но он не настолько жесткий, вот прям. Моя луна будет жестче. Хотя у него там есть взгляд Азеса, который бы я тоже хотел иметь. Чем мне сейчас вот такого может из реликвии упасть? Да на самом деле не особо, мало чего такого хорошего упасть может быть. Так. Мама, я на ютубе, походу. Мама, я в ютубе. Откуда эта фраза вообще пошла? Мама, я в ютубе. Не помню. Помню, какой-то раньше мем был связан с этой фразой. Но вот конкретно какой, не помню. А ну в комментариях мне помогите вспомнить. Вот зачем мне эти сейчас предметы все? Вот, ну, сумку еще ладно. От сумки я не откажусь, но все остальные предметы не бредовые, и я их даже в расчет ставить не буду. Они реально мне не нужны. Буду выносить охотника, будет все замечательно. Он там уже почти себе нормально такой стол собрал. Возможно, если он поставит 9 охотников, это будет прям вау. И он будет меня прям любить. Просто сижу и перетасовываю фигуры туда-сюда, туда-сюда. Кстати, он поставил сейчас обычных 9 охотников. И 3 нежити. 3 нежити это, конечно, ему минус из-за того, что я как бы приветствую это. Чем меньше хп, тем лучше для меня, тем быстрее его заберу. Потому что у меня от глейвов луны и так урон уменьшается. Глейвы это, если что, вот этот вот массовая атака луны. То есть диск, или как она там, не знаю, как там написано в описании компакт-диск. Оу! Ничего себе! Минус 21. Я думаю, там чел тоже приофигел немного. Так, бог-орк, как ты тут себя... Как ты дук? Вот... Что с моим мозгом сейчас? Алло. Из-за того, что я настолько шокирован, я так аж заговорился. Короче. Я в шоке. Я хотел сказать, как ты тут себя поживаешь. А по итогу заговорился на такой простой фразе. Обалдеть. Так, у нас сейчас будет битва титанов с ним. На самом деле есть один такой момент неприятный, что если вдруг он... Если вдруг у него много тычек прокнет, он меня отталкивать будет настолько жестко, что я не смогу его забрать. Саня, я покоцал его для тебя. Спасибо. Спасибо, но я справился без твоей помощи. Но, в принципе, это приятный такой подгончик будет. Боже, я уже обожаю этот билд. Если гритеров нету, то все, это будет один из моих любимых билдов. Этот хекс на все лицо, это прям то, что доктор прописал. Вы видели? Я только что человек 5, наверное, ну точно в хексе я держал. Человек 5. Это настолько круто, это настолько кайфово. Так, дубль номер 2. Гримтач. Еще раз чернила хорошенечко накидываешь. Тролль-шаман с Вич-доктором накидывают свои спылы. Массовые станы, массовые хиксы. И все замечательно. Спасибо за игру, ждем новый видос. Спасибо. Спасибо взаимно. Так, сейчас, секунду. Чтобы было ему тоже еще намного приятнее. Он и так в видос попадет, но все равно отвечать в чатике надо. Я своих подписчиков люблю. Хекс, конечно, не туда, куда надо полетел, но спасибо, хотя бы эти фигуры в Хексе постояли. Так, долбите, долбите этого, долбите этого. Хорош, хорош. Просто минус 6 ровно. Но это было красиво. Это было очень красиво. Вот реально это было очень красиво. Не передать словами насколько. В общем, если в катках не будет
не каких-то там гритеров, каких-то там челов с БКБшками, либо так далее, так далее, так далее, то в принципе этот билд имеет право на жизнь. Кстати, стол стоит 343 монеты. Я ожидал, что будет намного дешевле стоить. Он что-то как-то дороговато даже стоит. 343 монеты. Дорого. Что я хочу... Вот давайте подведем итог. И что я хочу сказать по поводу этого итога. Во-первых, Hex класс, Witch Doctor класс. Что зависит в целом от игры и вот этого билда. Если нету в игре гритеров, что я вот дико сомневаюсь в текущей мете, потому что зачастую они есть, то если нет гритеров, то в принципе этот билд играбельный. Самое обязательное, это что был бы Гримтач, был по-любому Хекс и был Вич Доктор. Но еще самый главный момент. Это воины. Если будет сильный воин, Луна себя испепелит за несколько секунд, потому что каждый ее отскок от ее тычки будет возвращать ей урон чистый от брони этого воина. И это прям, ну, не лучшая ситуация. Я уже молчу про каски Вич Доктор, который тоже там будет отскакивать, и Вич Доктор уберет. Ну, это такое. Главное, что Луна. Короче, если в катке нету воинов, нету гритеров, то вот этот вот билд прекрасно себя чувствует. На самом деле, я в этой катке уже опустил руки где-то 2 раза. Я уже думал, что это будет испорченный трай, но, как видите, итог превзошел себя, превзошел мои ожидания. Я доволен. Я доволен, мне все нравится. Это реально крутая каточка. Мне добавить даже больше здесь нечего. Вот минусы, плюсы я, в принципе, рассказал. Плюсы, точнее, не минусы даже. Вам по-любому нужен жезл Кира. Без жезла Кира будет тяжко. Если будет же яйцо Маморы, точнее, гнездо Маморы, ну пусть и будет яйцо. Если будет гнездо Маморы, то, в принципе, ну, не знаю, я думаю, это лучше не играть через Луну, а сыграть через какого-то МК, либо же через антимага. Вот через антимага будет прям песня. Потому что антимаг в тройку будет намного мощнее, чем эта Луна. Тут она тащила чисто из-за того, что была куча контроля, и она, в принципе, очень быстро зачищала столы. Но если сравнивать чисто как импакт героя, то антимаг в 3 звезды через гнездо, либо же Манки Кинг в тройку через гнездо будет намного эффективнее, чем эта Луна. Поэтому ну, короче, вы все прекрасно поняли, и тут даже мне больше нечего размусоливать, нечего рассуждать, там, знаете, там, короче, я могу рассуждать миллион часов на эту тему, поэтому не буду рассуждать, давайте так, что думаете вы по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. И я хочу сказать следующее, давайте 50 лайков под этим роликом, и я буду записывать убийц. Я давненько на них не играл, ну, уже, наверное, несколько месяцев, поэтому... Стимул от вас 50 лайков, а я вам даю мотивацию, чтобы я записал убийц. Всем спасибо за просмотр, не забываем подписываться на мои каналы на YouTube и Telegram. Telegram закреплен в комментариях. Всем удачи!